Девочки, всем привет-привет! Как у вас настроение, как у вас погода? Скажите мне, пожалуйста, хорошо ли вас видно, хорошо ли вас, да, хорошо ли меня видно, хорошо ли слышно? Сегодня я попробую просто с вот этим микрофоном, который у меня для озвучивания видео. Просто все, ну, многие девочки, во всяком случае, жалуются на звук, что что-то не так со звуком, поэтому я решила сегодня взять микрофон, которым я озвучиваю свои видео. Надеюсь, что звук будет получше, но потом, как говорится, сравним. Только так можно понять, какой наушник лучше. Девочки, сегодня, значит, тема у нас о дип-системе. Так, Елена Мюнхен, здравствуйте, Еленочка, мы тут. Спасибо большое. Татьяна Лавнел, привет. Танечка, здравствуй, здравствуй. Отличный звук. Вот, пожалуйста, два блогера, Елена Мюнхен, Татьяна Лавнелс, два блогера, у которых очень интересные, замечательные видео. И также проходите к ним на канал, смотрите, думаю, не пожалеете. Сегодня у нас тема – это титановые ногти, дип-система, как еще ее вообще называют, да, дип-система. На моем канале год, может быть, полтора назад было несколько видео на эту тему. Мало того, я целый год укрепляла свои ноготки именно дип-системой. Опыт есть, также и на девочках эту систему я активно применяла, поэтому сейчас, как я понимаю, многим эта тема интересна, потому что старые видео, их просматривают, и девочки под этими видео, пожалуйста, задавайте их, и я сразу же по ходу действия буду отвечать, потому что мало ли могу что-то там забыть, что-то упустить. Кстати, вот мои ноготки с реверсивным стемпингом, да, закрепляла их почти месяц назад, и вот все нормально, все хорошо, то есть вот в прямых эфирах могу, собственно, как сказать, подтвердить, да, то, что ноготки все держатся и все замечательно. Реверсивный стемпинг, то есть можно отлично закрепить и ничего с ним не будет до коррекции. Вот. По поводу, значит, дип-системы, тех вопросов, которые мне задают, поверьте, их очень много, и я понимаю, почему, и не зря целый год я эту систему тестировала. Тестировала их на различных ногтях абсолютно, и мало того, я вам скажу, что у меня есть один на сегодняшний день, при том, что я сократила своих девочек, у меня есть все-таки один человек, который также сидит на дип-системе, и никакого там ни геля, ни полигеля, ни строительного геля, ничего не признает этот человек. То есть для него вот эти вот жесткие железобетонные ногти это то, что ему нужно, и никакие другие даже больше экспериментировать, то есть не хочет человек абсолютно, от слова совсем. И так как мастеров, которые работают именно с дип-системой, ну, в Москве, скажем так, это есть, но нужно еще поискать, вот, то в регионах, я думаю, таких мастеров еще меньше. И девушке ничего не остается, собственно, как приезжать ко мне за город и укреплять вот так вот ногти. Вот такие вот плюсы в этом тоже есть, потому что конкуренция, скажем, в гелевой системе, она в Москве огромная, и здесь нужно действительно еще как-то удивлять, то в дип-системе, при работе с дип-системой тут конкуренция не настолько велика. Девочки, я, наверное, с вами тоже поздороваюсь. Анна пишет: всем привет, здравствуйте, Анна. И Джинджер, Машенька, привет, Машенька. Да, всем здравствуйте. Девочки, я сейчас переключу, одену наушники, ну, поставлю штатив и переключу камеру, так, чтобы вам было видно, что я, собственно, делаю. Так. Вот так вот. Как хорошо видно. Можно немножко
увеличить. Сейчас я одену перчатки. Это все-таки гелевая система. Я, не так, скажем так, не так давно избавилась от аллергии, поэтому я все-таки с гелевой системой всегда одеваю перчатки. Так, наверное, это очень крупно. Сейчас. Думаю, вот так. Я буду показывать все это дело, думаю, вот так вот видно, да, на типсах, но я буду полностью показывать именно так, как это делается на ноготках. Надеюсь, вам все хорошо видно. Если у вас там что-то как-то не очень хорошо с качеством, то в правом верхнем углу есть 3 кнопочки, и там можно выбрать другой вариант, вроде так называется, и выбрать качество лучше. Значит, ноготки мы подготавливаем точно так же, как и для гелевого покрытия. То есть полностью снимаем старое покрытие. Если мы хотим перейти на дип-систему, да, полностью снимаем гелевое покрытие и, соответственно, снимаем вот этот вот верхний глянцевый слой пилочкой. Это обязательно. Иначе, если вы оставите вот это вот хоть какой-то глянец на ногтевой пластине, да, то есть если какой-то участок будет глянцевым, то, соответственно, в этой части и дип-система, и гелевая система держаться просто-напросто не будет. То есть с дип-системой точно так же. Я просто покажу вам для сравнения, да, вот, пожалуйста, типс точно такой же, просто я подготовила, вот прозрачный типс, а вот типс, который я замонтировала. Следующий вопрос, который очень часто задают, нужно ли наносить дегидратор, либо праймер перед тем, как использовать дип-систему. Дип-система – это тоже гелевая система, то есть тут не акриловая пудра, а гель-пудра. Единственное, здесь реакция происходит за счет просто на воздухе, то есть материал полимеризуется на воздухе. Итак, значит, по поводу праймера и дегидратора. Исходя из своего опыта, могу сказать следующее. По поводу праймера, один раз я использовала праймер. Это средство, которое служит двухсторонним скотчем для гелевой системы. Ну, то есть он после нанесения оставляет такую незначительную липкость, да, то есть есть такой липкий слой. Вот в дип-системе я использовала праймер один раз и могу сказать, что не держалось покрытие хорошо. Поэтому праймером больше я не пользовалась, когда использую дип-систему. Что касается дегидратора. Дегидратор – это средство, которое обезжиривает и, скажем, избавляет нас от влажности. Соответственно, дегидратором, да, я его использовала в каких-то случаях для подстраховки, в каких-то случаях целенаправленно. Почему? Потому что если вы чувствуете, что ручки влажные, если вы чувствуете, что, ну, то есть человек предрасположен гипергидрозу, да, то есть, соответственно, мы используем дегидратор. Причем можно его нанести как в один слой, так и в два слоя. Дегидратором, сразу скажу, я пользовалась довольно часто. То есть мы замонтировали ноготок и нанесли дегидратор. Когда дегидратор, мы не боимся, что, ну, то есть это, в принципе, обезжириватель, да, и мы не боимся, что мы попадем как-то на кожу, то есть ничего страшного, если это средство попадет на кожу клиента там или вам на кожу. Соответственно, после нанесения дегидратора нужно подождать, пока он испарится. Сейчас на типсе мы особо этого не увидим, но ноготки становятся такими немного мутноватыми. То есть это мы понимаем, что дегидратор, он подсох. Этот типс я пока оставлю. Дальше, что нам понадобится? Нам понадобится дип-система. Я вам покажу сейчас от разных компаний, да, и здесь, потому что какие-то у меня закончились, вот просто я их приобретала там 5 вот таких вот флаконов, да,
И вот такой вот у меня активатор остался вот этой фирмы. Ее нет сейчас на AliExpress, но просто я вам покажу, что разницы абсолютно никакой, ну не то, что абсолютно никакой, но она практически а, неощутима. А, Если кто-то смотрел мои видеоролики о дип-системе, я думаю, вы знаете то, что топ и база– это практически один и тот же продукт по составу. Он мало чем друг от друга отличается, и поэтому эти средства, они взаимозаменяемы. То есть топ вы можете использовать и как базу, и как топ. Активатор– это средство, которое вам в любом случае придется приобрести, иначе дип-система просто не заполимеризуется. То есть это своего рода такой полимеризатор вместо лампы маникюрной. Ну и, конечно же, сама пудра, гель-пудра. Есть у меня вот такие вот маленькие флакончики от Bon Pretty, есть флакончики поменьше, есть флакончики побольше. Я вот вижу, что я просто не попадаю вот в камеру вообще. Вот. То есть объемы, да, объемы есть 40 грамм, 20 грамм, 10, наверное, да, и 10 миллилитров. Вот. Если мы говорим про цветники, про какие-то цветные пудры, то лучше приобретать, ну, на мой взгляд, для того, чтобы как-то свою палитру разнообразить, но у меня, если честно, такой цели не было, и я тоже объясню попозже, почему. Цветными пудрами мне не очень понравилось пользоваться, потому что тут есть ряд минусов при использовании дип-системы. С блесками еще куда ни шло, ну вот такие вот именно просто пигмент, да, например, розовый, ну вот совсем у меня как-то не пошло. А вот если мы говорим о прозрачной пудре, вот как раз вот это и есть прозрачная пудра, то я бы тут рекомендовала приобретать именно вот такие вот баночки по 40 грамм. Ими удобнее работать, приобретете прозрачную пудру в какой-нибудь вот такой вот маленькой баночке. Маленькими баночками лично мне абсолютно неудобно пользоваться. Ну вот 20 грамм тоже ну, более-менее удобно, но опять-таки приобретать цветную пудру 20 грамм, ну вот на мой взгляд смысла нет. Я объясню почему. Потому что я в своей работе в итоге пришла к выводу, что укрепление дип-системой, да, это хорошо. Ну, то есть это все замечательно, все держится, вы забываете про отслойки. а, Ну, ничего такого, во всяком случае, у меня за всю работу не наблюдалось. Единственное, я вам просто покажу, да, почему, ну вот, почему я не использовала цветные пудры. Я их использовала, дип-систему я использовала в комбинации с гель-системой. То есть именно если мы говорим о цветном покрытии, то здесь я предпочтение отдаю все-таки цветному покрытию, не цветной пудре. Вот. Это то, что нам понадобится. А, Также обязательно нужна будет какая-нибудь мягкая кисточка. Если мы говорим, например, сейчас я вот достану, вот такой вот кисточки жесткой, она тут не совсем подходит, потому что может оставлять такие борозды на ноготках. То есть кисточку лучше взять какую-нибудь вот такую вот помягче. Это косметическая кисть. Так, обязательно понадобится пилочка 100 на 180 грит. Любая какая-нибудь. Вот. И, значит, также вам может понадобиться какой-нибудь вот такой вот, ну, эти контейнеры, они одноразовые, как-то они у меня в распаковках были, я тогда приобрела их несколько штук. Они идут как одноразовые, но на самом деле они многоразовые, ничего абсолютно с ними не случается, и очень удобно все равно, когда мы посыпаем пудрой, чтобы ноготок клиента, ну, вот таким образом, да, то есть держится ноготок, и вы посыпаете пудрой. Пудра на стол меньше просыпается, скажем так, меньше осыпается. И есть также вот такой вот у меня контейнер, да, и в нем
Единственный минус у него то, что он все-таки узкий, и иногда бывает так, что вот быстренько, ну, нужно что-то быстренько раз посыпали, и может как-то по сторонам все-таки пудра осыпаться. Сейчас я поправлю штатив, как-то мне очень неудобно. Вот. Но в этом контейнере удобно то, что он с крышкой. То есть вы вот так вот закрыли и храните таким образом. Есть еще вот такой, тоже приобретала. Это очень удобный девайс, скажем так, и для дип-системы, и для посыпушек, дизайнов с посыпушками, с пигментами. Очень удобно, очень он быстро очищается, то есть его несложно почистить. И то, что тут два отделения, то есть одним отделением можно вот посыпать, значит, вся пудра окажется у нас в нижнем, в таком вот, в нижней лопатке. Берете, достаете нижнюю лопатку и точно так же вот так вот посыпаете. То есть, ну, в принципе, очень удобно, и вот такой, такую штучку могу вот прям рекомендовать. Вот, вот такие вот вещи, они вам пригодятся, если у вас вот такие вот маленькие баночки с дип-пудрой. Иначе, ну, это просто очень неудобно. Можно, конечно, на какую-то бумажку, да, там посыпать, но, на мой взгляд, это очень неудобно. Так, давайте. Так, вроде бы это рассказала. Теперь дальше. По поводу праймера мы с вами все оговорили. Дальше мы берем либо топ, либо базу от дип-системы. В моем случае я буду использовать топ для того, чтобы вы понимали, что, ну вот то, что я говорила, то, что они взаимозаменяемы. И, в принципе, вот, пожалуйста, в прямом эфире я это все покажу. Открываем пудру, это сразу, в принципе, подготавливается. Вся пудра дип-системы, она очень мелкодисперсная. Никакой разницы особой между компаниями. Я тестировала 4, по-моему, компании с AliExpress. И никакой разницы я в этих пудрах особо не заметила. То есть они все мелкие, мелкодисперсные, вернее. И, ну вот сказать, что какая-то пудра лучше носилась или какая-то пудра лучше держится, ничего. Сейчас я буду использовать топ для дип-системы от Born Pretty. Ну, просто это для того, чтобы вы в прямом эфире тоже посмотрели, что эти средства взаимозаменяемые. То есть и абсолютно ничего, никакой там особой разницы в составе нет. Значит, мы замотировали ноготок, но в данном случае типс. И еще немаловажный момент, как типс, так и руку клиента мы должны держать, ну, не то, что вот прям вертикально, да, столу, покрытию, но тем не менее вот под наклоном. Не нужно держать ни руку клиента, ни вот в данном случае типс параллельно столу. Таким образом, у нас будут очень большие затеки вдоль боковых валиков и, ну, может, даже там и у свободного края. Следующий момент. Конечно, мы типс можем погружать в баночку, да, покажу сейчас на другом. Так вот, мы можем погружать в баночку вот таким способом, точно так же, как и руку клиента. Да, мы берем пальчик и вот таким образом просто мы уже сами, да, держим баночку и вот таким образом погружаем под углом. Под углом там 30-45 градусов. Такой вариант возможен, но по моей практике очень часто были наплывы именно у свободного края. Конечно, в этом ничего страшного нет, это можно подпилить, но зачем лишний раз чего-то там подпиливать, если можно именно посыпать, скажем так. Но, тем не менее, и погружение вот именно ноготка и типса в баночку тоже возможно. При этом прошу заметить, что вот, например, в такую вот в большую баночку именно на клиентах вам это будет делать намного проще. Сейчас вот я возьму баночку поменьше тоже для сравнения, чтобы уже потом у вас не возникало вопросов, почему я это говорю, почему я так говорю. Вот баночка поменьше. Ну, во-первых, да, нужно попасть туда.
Это раз. А во-вторых, вот вы видите, баночка наполовину полная. И, соответственно, у вас уже не получится так полностью погрузить ноготок клиента, ну, а в данном случае типс, так, чтобы это полностью, на мой взгляд, это уже большое неудобство. И тут уже, как говорится, вот либо мы посыпаем сверху, либо мы используем вот те контейнеры, которые я показывала ранее. Так, это мало того, именно прозрачной пудры у меня уходило больше всего, поэтому прозрачную пудру я рекомендую все-таки брать в больших объемах. Так, этот типс у меня будет как лопатка, служить лопаткой. По поводу расположения, то есть как мы держим ноготок клиента и как мы держим типс, это я сказала, и это на самом деле немаловажно. Дальше, по поводу нанесения самого средства. Во-первых, в каждом флаконе тут есть ограничитель. Наверное, вот так покажу. Его, может быть, сейчас не так хорошо видно, но вот тут есть ограничитель, который не позволит вам очень много материала набрать на кисть. Соответственно, этого ограничителя вполне достаточно для того, чтобы на кисти было достаточное количество материала. Что мы делаем? Тут в дип-системе тут немаловажна еще и скорость в нанесении. Да-да, этого возможно, вы ни у кого не слышали, тем не менее, тут нужно следить за этапами и за скоростью, скажем так. Набрали средства и наносим на центральную часть типса. Вот, этого средства достаточно. Я в данном случае я не нанесла средства ни у свободного края, ни вдоль кутикулы. То есть от кутикулы мы отступаем там 2 миллиметра и также 2 миллиметра от свободного края. И тут же начинаем посыпать вот эту вот пудру на базу, да, то, что мы вот нанесли на типс. Сколько нужно посыпать? Ну, во-первых, мы посыпаем до того момента, пока вот там, где мы нанесли средство, не станет полностью матовым. Не должно остаться никаких глянцевых участков. Когда, ну, вообще, в принципе, укрепление дип-системой я делала по 5 ноготков. Соответственно, пока мы сделали один ноготок, потом мы переходим на второй, на третий, на четвертый, на пятый, в принципе, пудра уже на первом ноготке успевает полностью впитаться. И мало того, через время, скажем так, глянцевый участок, не оставляйте его просто так, то есть вот ну, скажем так, у нас прошло там, не знаю, меньше минуты, и мы вот всю вот эту вот процедуру проделали с 5 ногтями, да, и где-то проступил глянцевый участок, это значит, что вам нужно еще посыпать пудрой, то есть глянцевых участков никаких оставаться не должно. Вот если я держу наготу клиента, то это у меня, как правило, вот так вот таким образом по отношению ко мне. И точно так же по пальчику я вот так вот постукиваю, и лишняя пудра, она осыпается. Почему первый слой мы не наносим вдоль свободного края, ой, вдоль боковых валиков, то есть отступаем, да, пару миллиметров от боковых валиков от линии кутикулы. Почему? Это для того, чтобы у нас не было, ну вот, скажем так, совсем искаженная архитектура своего ноготка. Потому что у линии кутикулы у нас слой должен быть как можно тоньше, и слой вдоль боковых валиков тоже должен быть как можно тоньше. В принципе, то же самое у нас и в гелевой системе. Поэтому первый слой даже дип-системы мы наносим именно таким образом. Ну, вот только по центру, да, по центральной части пару миллиметров отходим от кутикулы и от свободного края. Можно ли как-то менять архитектуру родного ноготка?
при помощи дип-системы? Да, можно, но опять-таки вот именно таким способом. Если ноготки трамплины, то а, ну, изначально первые два даже слоя можно нанести на центральную часть ногтевой пластины. А, Вот создать такую, скажем так, подложку, подушку, да, такую вот именно по центру. Таким образом, вы немного эти трамплины, скажем так, выровняете. Но а, я работала с трамплинами на дип-системе. Проблема в чем? Выкладывая по центру ноготка материал, у нас также и материала очень много оказывается на свободном. И у свободного края также получается очень много материала, так же как и по центру. Таким образом, именно на трамплинах в любом случае вам придется подпиливать свободный край. Ну, а с другими ноготками я не скажу, что вот прям идеальная, можно выстроить идеальную архитектуру, но во всяком случае более или менее приемлемую можно получить при помощи дип-системы. Итак, вы сейчас, собственно, у нас прошло какое-то время болтовни. Следующим этапом обязательно мы смахиваем остатки пудры, покрытия. Это нужно сделать обязательно. Та пудра, которая не впиталась, она на покрытии не нужна. Я понимаю, что у нас будет дальше и второй, и третий слой, но нам тут именно очень важно, чтобы пудра хорошо впиталась в средство, да, в дип-систему именно хорошо впиталась. А та, которая не впиталась, мы ее убираем. Почему? Она будет нам просто-напросто и мешать, и в дальнейшем она может привести к тому, что кисть в средстве может задубеть. Поэтому очень хорошо смахиваем лишнюю пудру. Сейчас я буду наносить второй слой. Вот опять-таки я не отжимала кисть, то есть абсолютно ничего не делала. Вот сколько средства у меня набралось на кисточке, столько же я и наношу на типс. Много каких-то движений не делается, заметьте, да, то есть вот, ну, буквально у вас там сколько, 10-15 секунд для того, чтобы нанести средство на типс, как вы его достали с флакона. И опять посыпаем пудрой ноготок. Хорошенько посыпали и стряхнули. Вот, теперь уже средство я наносила непосредственно на весь типс. Вот теперь у нас матовый уже становится весь типс. Также девочки у меня спрашивали, прозрачная пудра у дип-системы, она действительно ли прозрачная или все-таки она немножко мутная? В данном, вот сейчас вы видите, что она очень мутная. Конечно же, потом в дальнейшем мы будем наносить топ, и она немножко станет прозрачной. Но опять-таки не прям вот не стеклянно-прозрачной. Вот у меня есть типс, на который я уже нанесла дип-пудру. Вот она там уже застыла. То есть этот типс уже укреплен дип-пудрой. И вот типс, который изначально был прозрачный. То есть вот видите, насколько он прозрачный. На этот типс я наносила прозрачную дип-пудру. И вот, пожалуйста, вы видите, ну, думаю, вам видно, да, насколько, в принципе, конечно, но это все-таки какой-то такой мутный эффект. Вот он, да, вот. Вот, думаю, на этот вопрос тоже ответила. И вот опять мы подождали, пока пудра, сколько ей нужно, впиталась. И вот, например, я здесь вот вижу, что у меня есть глянцевые участки. Соответственно, еще раз посыпаю пудрой. Этого быть не должно. Эти глянцевые участки, если их на ощупь потрогать, ну, то есть я сейчас как бы трогать не буду, но если вы их, так как я тестировала эту систему и в хвост, и в гриву, просто я знаю, эти глянцевые участки, они на ощупь липкие. Вот, поэтому не переживайте, то есть если у вас глянцевые участки проступили, скажем так, через 2 минуты, ничего страшного нет, пудра к этим участкам отлично прилипнет, абсолютно
хорошо прилипнет, и все будет нормально. Вот. Посыпали. Сейчас вот у меня тут инка. Конечно, пудру лучше держать в закрытом виде. Нежелательно, чтобы туда попадала какая-то грязюка, потому что вот как у меня вот в данном случае, да, сейчас вот видите, какой-то мусорок вот такой вот пристал. Ну, опять-таки, это, конечно, ничего страшного, но потребует просто там пару секунд лишних ваших движений для того, чтобы это потом убрать. И опять-таки ждем, пока смотрим, хорошо ли и все ли нормально, везде у нас пропиталась пудра. Заметьте, я не наносила как-то средство, ну вот в данном случае топ, как-то очень аккуратно, да, пытаясь как-то аккуратно что-то прокрасить, потому что, я еще раз повторюсь, у вас буквально 10-15 секунд для того, чтобы это средство нанести на ноготок. И в этом, на мой взгляд, очень большой минус. Почему? Потому что мы привыкли все-таки на ногтях, ну, то есть это дело уже привычки, да, вот нам нужно вот как-то там залезть под кутикулу, как-то там вот прям очень хорошо прокрасить вдоль боковых валиков. Здесь этот вариант так не пройдет. Ну, то есть у вас точно будет кисточка дубеть, и, соответственно, пудра уже не будет полностью пропитываться. Ну, то есть будет получаться так, что у вас слой базы, он, скажем так, уже загустел, да, пока вы там пытались что-то аккуратно прокрасить вдоль боковых валиков и около кутикулы, то есть база уже загустела, и, соответственно, гель-пудра уже не так хорошо впитывается в эту густую базу. А база, она на самом деле, ну, очень хорошо так, быстренько ну, становится густой. Следующим этапом мы также берем мягкую кисточку и смахиваем лишнюю пудру. Также делаем это хорошо, потому что лишняя вот эта вот пудра, которая не пристала к поверхности, нам она просто-напросто также тут не нужна. Помним, что вдоль боковых валиков и вдоль линии кутикулы у нас тонкий слой. Одного слоя для дип-системы недостаточно. Для укрепления дип-системой одного слоя недостаточно. Соответственно, да, по центру у нас два слоя. Но вот именно в таких вот тут вот в стрессовых моментах, да, ну вот вдоль боковых валиков и у линии кутикулы у нас один слой, и он хорошо держаться не будет. И поэтому дальше мы так, мы наносим с вами третий слой. Вам может показаться, что, о, 3 слоя, да куда это так, это такое толстое покрытие. Нет, сама дип-система это очень тонкое покрытие. Оно намного тоньше, чем покрытие гелем, но при этом оно намного жестче. И, значит, наносим третий слой. И вот опять-таки, сколько набралось на кисть, вот столько же я и выкладываю на поверхность. Если ноготок, ну, длина, если ноготок длиннее, то, соответственно, можно окунуть и кисточку и дважды. Да, то есть, если ноготок, к примеру, длиной 2,5-2 сантиметра, то вот одного вот такого набора кистью средства может, ну, отлично хватает. Опять посыпаем и стряхиваем лишнее. И вот теперь у нас уже, в принципе, есть, ну, если рассматривать все покрытие полностью, то у нас везде есть два слоя. Кто любит ноготки потолще, тот, конечно, может и 3 слоя сделать. То есть у меня один слой был по центру и 2 слоя было уже по всему ноготку. Этого хватало, потому что, как я вам дальше покажу, я все-таки совмещала укрепление дип-системы и гелевой системы. Ну, мне, во всяком случае, это показалось более
практичным, надежным и вот все такое прочее. Для людей, у которых есть аллергия на дип-систему, да, у людей, у которых есть аллергия и которые хотят отказаться, именно полностью отказаться от гелевой системы, то есть вы можете, вот то, что я покажу далее, вы можете просто-напросто использовать не гель-лаки, а обычные лаки. Самые, что ни на есть, обычные лаки. То есть вы укрепляете свои ногти дип-системой, и поверьте, они становятся у вас просто железобетонными, а дальше именно как в качестве цветного покрытия вы можете использовать и обычный лак, и гель-лак. То есть тут уже вот на выбор, что вам больше подходит. Если вы будете использовать обычные лаки, которые сохнут на воздухе, то, соответственно, никакая маникюрная лампа вам вообще не нужна. Прошу прощения. А если вы будете использовать гель, блин, не могу, поперхнулась, прошу прощения. А если вы будете использовать гель-лаки, то, соответственно, маникюрная лампа вам уже понадобится. Но сейчас сначала я покажу вам, вот мы укрепили ноготок, то есть он у нас полностью везде со всех сторон укреплен. И теперь я возьму цветную дип-пудру. Это для того, чтобы показать в прямом эфире, почему именно я не люблю цветные дип-пудры. Ну, во-первых, для начала нам нужно обязательно дип-пудру цветную перемешать. Это обязательное действие с любой дип-пудрой, в которой есть цветной пигмент или вот как в данном случае блестки еще к тому же, да, помимо у нее фракция помельче, соответственно, она оседает на дно со временем. Таким образом перемешиваем. Вот посмотрите, да, и тут опять-таки можно, конечно, и просто взять, закрыть флакончик и прям потрясти. Ну вот, я вот таким образом сделала. И, значит, будем теперь делать цветное покрытие. Цветного покрытия может быть точно так же, как один слой. Ну, как правило, одного слоя не хватает, и нужно чаще всего делать именно два слоя. Можно делать, конечно, и один слой. Вот в данном случае я вот сделаю один слой, потому что здесь блески, и, в принципе, этого будет достаточно. Если, например, вот сейчас мне кто-то, ну, у кого-то может возникнуть вопрос, а можно ли было, например, третий слой прозрачной пудры не наносить, а после этого нанести сразу цветную пудру? По моей практике скажу следующее. Если все-таки мы делаем один, вот здесь вот у нас, помните, вдоль боковых валиков был один тонкий слой. И если вот этот вот один тонкий слой прозрачной пудры, и если мы нанесем на него цветную гель-пудру, то это тоже держится намного хуже. То есть вот по моему опыту все-таки везде на ногтевой пластине дип-пудры должно быть именно прозрачной в два слоя. Не переживайте, что у вас будет толстым покрытие. Нет, вот абсолютно не переживайте. То есть один слой гель-пудры, ой, один слой дип-системы, или даже так, два слоя дип-системы это даже меньше, чем один слой гелевой системы. Как-то вот так вот. Итак, тут мы также убрали лишнее. Обязательно вот этот вот этап, я даже если один раз убрала, я могу этот этап повторить. Главное, чтобы не оставить лишнюю пудру на покрытии. Так, вот этот вот прошло какое-то время, да, и само покрытие, оно немножко стало плотнее. Ну, то есть вот эту вот шелушинку я немножко подпилю. Вот таким образом. Да, оно где-то там вот внутри осталось, но на поверхности его уже не будет.
Вот, подпилила, чтобы просто ровнее лег цвет. И опять-таки убрала лишнюю пудру. Так. Теперь мы опять-таки наносим. Вот сколько набралось на кисть, вот столько и наношу. Больше не окунаю. Еще раз повторюсь, для ноготков длиной 2,5 либо 2 сантиметра до 2 сантиметров одного вот такого набора средства достаточно. То есть, ну, не зря там во флаконе есть ограничитель. И посыпаю вот этой вот пудрой. Почему цветная пудра хуже держится? Почему нужна именно несколько слоев прозрачной пудры? В прозрачной пудре нет пигмента, соответственно, у прозрачной пудры намного лучше сцепка с натуральной ногтевой пластиной. Именно поэтому мы первые 2-3 слоя используем именно прозрачную гель-пудру. Так как в цветных гель-пудрах есть пигмент, то, соответственно, ну, похуже, скажем, это дело все будет держаться на ногтях. А в данной пудре тут есть еще и блески, ну, соответственно, они еще хуже будут держаться. Все, вот, посыпали. Вот у нас, пожалуйста, покрытие, то есть уже оно, можно его назвать цветным покрытием. Но в чем проблема? Проблема в том, что это то, что я сейчас показываю, это типс. На ногтях это намного сложнее все вот так вот провернуть. Почему? У вас либо не будет очень четкая линия вдоль кутикулы, и, соответственно, также может быть не очень четкая линия вдоль боковых валиков. И чем ярче пигмент в дип-пудре, тем, соответственно, вот это несовершенство будет намного, ну, явнее видно. Ну, собственно, как и гель-лак, цветной гель-лак, да. То есть, если вы плохо, ну, вот эти косяки, они очень сильно видны. В дип-системе от этих косяков очень сложно избавиться. Давайте, хотела один слой, ну хорошо, давайте все-таки 2 слоя. Я сейчас просто тоже хочу показать, почему это так, ну, почему это сложно в дип-системе именно с цветной пудрой. Когда мы наносим гель-лак, соответственно, мы там можем как-то подождать, как-то замедлить процесс, взять тоненькую кисточку, прокрасить вот где нам нужно. В дип-системе такой возможности нет. А, Поэтому, собственно, и есть в этом проблема. Сейчас опять стряхну лишнее. Просто я не знаю, когда я еще буду обозревать дип-систему, поэтому в этом видео я хочу как можно подробнее вот это вот все рассказать и показать, чтобы у вас уже больше не было никаких вот вопросов. Ну или, скажем так, если у людей будут возникать вопросы, я буду советовать им посмотреть это видео. Вот, как только мы достали кисть из флакона, я еще раз говорю, у нас есть с вами несколько минут для того, чтобы вот это вот дело, секунд даже, да, не то, что там минут, прокрасить. То есть, вы знаете, вам, если вы будете возюкать вот так вот минуту-две, у вас база начнет густеть, и вы даже почувствуете, как она тянется за кистью. Вот вы прям почувствуете, что она тянется за кистью. Также у вас есть несколько секунд для того, чтобы это дело все посыпать. И здесь вот, если вы где-то что-то плохо прокрасили, то это будет уже сразу хорошо видно. Вот здесь вроде бы блестки, но согласитесь, с блестками это очень сложно накосячить в гель-лаковой системе. А в дип-системе накосячить очень легко. То есть даже вот здесь, вот это вроде бы казалось бы типс, но я вот, например, вижу вот такой вот более такой светлый участок. Поэтому именно это большой минус, ну, на мой взгляд, в дип-системе с цветными пудрами. Поэтому цветные пудры я, если можно так сказать, практически не использовала. Не использовала. Так. Какие-то вопросы вот до этого этапа, пожалуйста, девочки, задавайте, я тут же вам на эти вопросы отвечу. Пока этот типс
у нас отдыхает. Я почитаю ваши комментарии. Леночка, хорошо слышно, все хорошо. Так, всем привет. Так, я вроде бы читала. Наталья Белорукова, здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Девочки, я так понимаю, вопросов у вас нет. Поэтому я дальше перехожу. Показываю дальше. Татьяна Лавнес, спасибо большое за подробную информацию. И вам, Танечка, спасибо, что поддерживаете. Так, типс у нас подсох. Ну, то есть вот примерно это по времени, вот вам нужно сделать 5 ноготков. То есть все то же самое проделать с 5 ноготками. Все. Дальше у нас дело идет активатор. Мы также стряхнули лишнюю пудру. И теперь нам нужно нанести активатор. Активатор по консистенции намного жиже, чем база и чем топ. Это как водичка. И здесь я уже могу вот 1-2 раза, пожалуйста, хоть 10 раз достать с флакона и промазать. Здесь самое главное это промазать все участки так, чтобы активатор полностью впитался во все слои диппудры. Иначе, если этого не сделать, то, соответственно, там какой-то нижний слой, например, может не заполимеризоваться, и через там пару дней у вас покрытие просто сойдет с ноготка. Соответственно, ну, я говорю, он как вода, он в принципе распределяется хорошо, и то, что там где-то может попасть на кожу, это тоже ничего абсолютно страшного. На следующий слой это никак абсолютно не повлияет. Так, сейчас одну секундочку. Ольга, 3 раза себе делала, и все 3 раза через 3 недели отлетало покрытие. Что не так? Обезжиривала спиртом. Так, дальше Ольга пишет. Ногти шлифовала, чтобы шершавые были. Про активатор, да, к нему я подошла. Все, что мы наносили до этого, это все-таки какие-то там слои, которые нам нужно обязательно хорошо заполимеризовать. Тут в начале видео я говорила по поводу и праймера, и дегидратора. Для меня, например, праймер абсолютно не подошел в этой системе. По поводу дегидратора, по поводу обезжиривателя, да, я согласна, если есть предрасположенность к гипергидрозу, да, то есть в других вариантах, почему может именно вот так вот через 3 дня отходить? Вот я только буквально говорила о том, что если плохо заполимеризовать все слои дип-системы, вот то, что мы наносили, то через день, через два, в любом случае, это покрытие вот так вот можно поддеть, знаете, и оно отойдет. Почему? И если вы посмотрите на это покрытие, то есть я это просто тоже тестировала, поэтому я это просто знаю. И то есть если поддеть и покрытие вот так вот легко отошло, и посмотреть, то там видно, что вот эта пленка, да, то есть она не заполимеризовалась полностью. Она, знаете, такая, вот если пудру, ну, наверное, кто-нибудь меня сейчас точно поймет. Вот если взять, например, акриловую пудру и смешать ее немножко со строительным гелем, вот прям каким-нибудь пигментированным, попробовать заполимеризовать, и в толстом слое он не заполимеризуется, соответственно, когда вы переворачиваете, вы видите, что вот этот строительный гель, он такой немного влажный, скажем так, и вы видите крупинки акрила. Вот то же самое и вот здесь вот происходит. То есть если плохо заполимеризовать дип-систему, она отойдет от вашей ногтевой пластины, и там будет, знаете, такое вот, как я говорю, как ну, вот как будто порошок смешали с какой-то жидкостью. Ну, то есть вот что-то вот такое будет. После того, как мы нанесли активатор, обязательно нужно убедиться в том, что покрытие высохло. Каким образом мы это делаем? Я не знаю, вам будет сейчас слышно стук? Вот,
как по пластику. И вот здесь вот точно так же стук должен быть, как по пластику. Если у вас такой вот глухой стук, ну, то есть как будто бы по какой-то ткани, да, вот, или, например, вот как сейчас, да, по перчаткам, то, значит, покрытие не заполимеризовалось. И следующие какие-то слои наносить нельзя. Мы, значит, ждем. Так, вот сейчас ближе к микрофону. Вот такой должен быть стук. Именно как по пластику. Если стук глухой, то, соответственно, мы не переходим к следующему этапу. Что делать? Да, ну вот некоторые могут, например, спросить. Вы можете за это время взять и сделать точно такое же покрытие на второй руке клиента. Не переживайте, что покрытие как-то сильно заполимеризуется. Этого не нужно. Вот здесь вот бояться абсолютно не нужно. Если даже полчаса вы поддержите вот в таком состоянии покрытия, да, то есть ноготок или вот как в данном случае типс, ничего страшного не будет. Процесс полимеризации будет длиться до тех пор, пока будет действовать активатор. Здесь в чем разница? Разница в активаторах. Какой-то активатор, да, действительно будет схватывать быстрее материал, но давайте тут просто я экспериментировала, знаете, как могу базу взять от одного средства, активатор от другого средства, там это еще от третьего, и то есть вот таким образом, или пудру там от другого производителя. Собственно, как вот сейчас в прямом эфире я показываю, да, то есть топ у меня от одного, пудра от другого, активатор от третьего. То есть все это, я еще раз говорю, взаимозаменяемо. Здесь все-таки немаловажен момент по поводу активатора, то что немаловажно то, что да, действительно, у какой-то компании активатор может схватывать материал быстрее, то есть процесс полимеризации будет проходить быстрее. У какой-то компании активатор полимеризуется быстрее. Пудра с пигментом, она полимеризуется медленнее. С блесками так тем более. Соответственно, здесь самое главное все равно не опираться на действие активатора. Здесь самое главное опираться именно на стук. То есть как только вы услышали вот такой вот пластиковый стук, ну, звонкий стук, да, вот, то, соответственно, можно дальше наносить покрытие, ну, продолжить покрытие. Если этого стука нет, то мы ждем. Если вы, к примеру, подождали там 5-10 минут, а вот этого стука пластикового не услышали, ну, такого звонкого, просто сложно передать. Вот я-то слышу, не знаю, как вы. Вот такой вот звонкий звук. Если его нет, то еще нанесите слой активатора. Поверьте, ничего от этого такого не будет, да, там какого-то очень чего-то плохого. Нанесите еще слой активатора, подождите там еще 5 минут. Но самое главное, чтобы полностью просохли все слои дип-системы. Девочки, надеюсь, я как бы не тараторю слишком быстро. Пожалуйста, напишите, все ли нормально успеваете, а я пока почитаю. Так, Галина пишет, скажите, пожалуйста, можно сделать что-то с топом или базой, которая уже немного загустела? Галина, спасибо большое за вопрос. Я бы не советовала бы с ними что-то делать. Ну, во-первых, я не советую приобретать базу. Чуть позже я вам покажу почему и покажу вам даже разницу. Да, там есть у них в составе небольшая разница между дип-топом и дип-базой в составе есть небольшая разница, но она абсолютно несущественная, и я вам говорила то, что я приобрела вот именно топов несколько флаконов и использовала их вместо базы. И намного, ну, мне понравилось, вот этот вариант мне понравился больше, и поверьте, это и держится хорошо, и все замечательно, нет проблем. А почему я
перестала заказывать базы, свою дип-систему на обзор. Вот, пожалуйста, посмотрите, это у нас топ, это у нас база. Со временем вот что с топом, да, то есть тут как бы в принципе ничем не изменилась консистенция, а вот что с базой. Вы видите, то есть кисточка, которая, ну да, там она пластиковая, да, то есть она не натуральная кисть, она пластиковая, понятное дело, она просто разъелась. Вот представьте, что вы наносите на ногти, да. Ну, то есть какой-то процент, да, кислоты, кислотности в базе он есть. Я понимаю, для чего это, для лучшей сцепки. Но поверьте мне, то есть если вы правильно подготовили ногтевую пластину, если вы ее обезжирили, то и гель, то и топ от дип-системы тоже абсолютно замечательно держится. Просто вот специально оставила вот эти вот 2 флакона, чтобы вы понимали, то, что они пришли ко мне одновременно, то есть эта продукция была прислана мне на обзор. Ну вот, пожалуйста, там буквально если вы думаете, что прошло много времени, нет, прошло буквально там, я не знаю, может быть, месяца 3-4, да, и вот такую ситуацию я увидела. 3-4 месяца прошло. И после этого я поняла, что я просто не хочу больше заказывать никаких там базы, и я буду использовать только топы. И я заказала вот от Born Pretty, тогда, не помню, по 5 флаконов именно топа. Я использую их и как базу, и как топ. И все отлично держится, никаких вообще проблем не возникает. Собственно, поэтому в прямом эфире вот и показываю то, что ну, я и в своих видео про дип-системы я также показывала и на ногтях на своих, там, если вам не сложно, посмотрите эти видео, там, по-моему, 5 или сколько, 6 видео про дип-систему. Я там точно так же показывала на ногтях, что эти материалы, они взаимозаменяемые. Просто в базе, видать, есть все-таки какой-то процент кислотности для сцепки. Что мы делаем дальше? Значит, покрытие у нас вот уж точно заполимеризовалось, то есть есть такой характерный стук, как вот по пластику. То есть вот, если, например, бывает такое, что, ну, вдоль боковых валиков как-то больше мыло материала, и, соответственно, к примеру, по центру у нас материал стучит, а вдоль боковых валиков материал у нас такой не стучит, а такой глухой звук. Это говорит о том, что в этой части материал еще не заполимеризовался. И если вы на него сейчас нанесете, к примеру, топовое покрытие, то, скорее всего, будут такие вот сколы. У дип-системы не бывает, в принципе, как отслоек, у них именно сколы, да, материал просто берет вот так вот и скалывается, то в этой части, скорее всего, материал сколется. Да, там, где материал вот не просох, он просто-напросто сколется. То есть, если вы проверили и везде у вас все стучит, вот именно вот как по пластику стучит, то есть нет вот таких вот участков, где как-то, я не знаю, где какой-то такой вот мягкий стук. Если все нормально, следующим этапом, что я делаю? Ну, это, как правило, многие, ну, я не видела, чтобы где-то в этих показывали именно такую хронологию. Я вам сейчас покажу, что некоторые показывают. Некоторые показывают, что мы берем безворсовую салфетку, ну, в какой-то там ацетоносодержащей жидкости или там можно спиртом, и протираем ноготок, да, протираем ноготок. Для чего это делается? В некоторых дип-системах именно после того, как мы вот так вот, ну, скажем, охладили ноготок, давайте это так скажем, или вот убрали лишнее, или еще такой момент. Здесь мы вот этими средствами, скажем, как же это правильно, завершили действие активатора.
Активатор на самом деле, он действует там несколько секунд, но не забывайте, что чем глубже активатор проникает в покрытие, то есть там где-то в каких-то там, может там на втором, на первом слое активатор еще может действовать. На верхнем покрытии активатор перестает действовать там в течение там 30-40 секунд, ну может быть там чуть позже, больше в зависимости от фирмы активатора. Почему? Потому что, соответственно, верхний слой, он находится на поверхности, и он более отдуваемый, скажем. Ну, здесь больше воздуха. Поэтому его действие на поверхность хорошо проникает вовнутрь. И там где-то на первом слое он еще может действовать подольше по времени. Что делаю я дальше? Дальше я все-таки наношу еще один слой активатора. Тонким слоем, как я говорила, активатор, он как вода, он очень хорошо распределяется. Тонким слоем наношу активатор. Вот. И буквально 10 секунд. Вот подождала я 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И я тут же наношу слой уже топа. Почему именно так? Так, сейчас вот нанесу. Почему именно так? Я хочу, чтобы топ заполимеризовался, чтобы он хорошо заполимеризовался, чтобы не было мутности в топе. А как мы с вами знаем, и топ, и база в любом случае полимеризуются под действием активатора. Именно поэтому я наношу все-таки тонкий слой активатора, чтобы и топ у меня под этими парами быстрее и лучше заполимеризовался, для того, чтобы он не мутнел. Вот это самое легкое. Ну и сейчас мы, собственно, можем нанести, ну, после здесь особо тоже ждать как бы не нужно. Мы можем нанести второй слой топа, ну, уже более ровнее. Вот, нанесли второй слой топа. Один слой топа не справится, потому что там где-то могут быть проплешины, поверхность шершавая все равно, где-то могут быть проплешины, поэтому вот два слоя вполне достаточно. Также, ну вот пока что оставлю этот типс, да, пускай он подсыхает. О чем хочу сказать дальше. Так. Я вернусь к типсу, который я подготовила. На него нанесена дип-система. Да, вот я его уже укрепила. И темой. На этом типсе у меня также 3 слоя прозрачной дип-пудры, активатор и 2 слоя дип-топа. И типс у меня полностью заполимеризовался, то есть он уже все жесткий. Как я совмещала с гелевой системой, ну или с обычными лаками, точно так же можно. То есть вот мы дип-систему полностью все этапы прошли, все этапы нанесли. То есть можно сказать, что дип-система полностью у нас правильно нанесена. Дальше следующим этапом я пилочкой прохожусь по поверхности. Дип-система очень тяжело пилится, ну, потому что я говорила, да, это действительно железобетонное покрытие, его очень сложно и спилить, и снять. Но в данном случае я это делаю пилочкой, можно, конечно, и фрезой это сделать. Но я думаю, что на дип-системе больше все-таки девочек, у которых нет аппарата. Вот, поэтому то, что если сделать это пилочкой, абсолютно ничего страшного не произойдет. Вот, ноготки, поверьте, они уже у вас как бетон. То, что то, что я сейчас вот этой вот пилочкой немножко, скажем так, матирую, в этом, ну, это не спиливается. Вот если, например, вот я бы сейчас пилила гелевое покрытие, поверьте, тут бы уже столько спилилось. А дип-система, она пилится очень тяжело, поэтому здесь
вам может показаться, что я тут как-то очень много спиливаю, но на самом деле абсолютно немного. И вот сейчас вот на эти укрепленные уже ноготки вы можете сделать любой дизайн. Стемпинг дизайн, там, рисовашки, любые там, я не знаю, вот что угодно. Если, например, мы говорим про слайдеры, то мы можем нанести тонкий слой гель базы, прикрепить слайдер и сверху перекрыть, ну, закрепить уже этот слайдер, как обычно. То есть самое главное, когда мы полностью укрепили ноготки дип-системой, немножко ну, замотировать, зашлифовать. Вот это вот, нет, зашлифовать неправильное слово в данном случае. Убираем. И вот на этом этапе мы можем уже перекрывать вот это вот укрепление любым гель-лаком. То есть вот берется гель-лак и точно так же наносится там, я не знаю, один, сколько, два слоя. И в лампу. Вот так вот. И дальше мы уже перекрываем, ну вот, я сейчас уберу просто в лампу. И дальше мы перекрываем уже цветной гель-лак именно гель топом. Ну, то есть дальше все как обычно. Получается, у нас укрепление сделано дип-системой, а цветное покрытие гель-лаком. Ну или вот те, кто не пользуются, девочки, гель-лаками, можно использовать обычные лаки. Причем по опыту могу сказать, что обычные лаки на укрепление дип-системой держатся, поверьте, могут продержаться и 10, и больше дней, потому что у вас ноготки укреплены, то есть они у вас никуда не болтаются, не шатаются, не гнутся, ничего, и поэтому на них держится дип-систем, ой, на таких укрепленных ноготках дип-системой обычный лак держится намного дольше. Вот, и дальше уже перекрываем также обычным гель-топом. И все, собственно, у вас укрепление и цветное покрытие готово. По поводу того, что мы, ну, как бы пилить, ну, давайте, не знаю я вот как. По поводу архитектуры. Наверное, это тоже немаловажный вопрос, но я буду, наверное, отвечать на ваши вопросы и заодно вам покажу, ну, вот буду делать еще такой типс подготовочный. Просто сделаю так же, чтобы показать. Многие просто говорят о том, что в дип-системе нельзя, невозможно там смоделировать ноготок. В каком-то из своих видео я даже показывала, что там при помощи дип-системы можно донарастить уголки. Да, и я это показывала. Вот. Но так как я решила в этом видео на все вопросы ответить, я это лучше покажу. Так, опять-таки по центру. Просто я буду это делать, я постараюсь, во всяком случае, делать это побыстрее, но также буду отвечать на ваши вопросы, на все вопросы. Галина, можно ли сделать что-то с топом или базой, которая уже немного загустела? Начала, в общем, отвечать, да, и так и не ответила. Я бы ничего не рекомендовала вам делать с этим. Вы, конечно, единственное, если у вас, например, очень сильно загустела база, именно база, то в этом случае старайтесь на кисть набирать поменьше материала и, соответственно, поменьше его наносить, ну, стараться более тонким слоем. Но я уверена, что ваша кисть будет периодически, ну, очень часто кисточка будет дубеть. А если у вас загустел именно топ, то тут вообще лучше ничего не делать, потому что чем гуще топ, тем, в принципе, ну вот, я обычно топ наношу в 2 слоя, ну, потому что у меня топ еще пока что жидкий. Если он у меня густеет, то мне достаточно одного слоя. Поэтому вот так вот что-то чем-то разбавлять я бы все-таки, наверное, не советовала. Ну,
Я даже мало того, я вам скажу, что я и не пробовала чем-то разбавлять, поэтому, наверное, тут я не совсем компетентна ответить на этот вопрос. Ольга Заяц спрашивает, не спрашивает, вернее, через 3 дня. Да, так и отходила. Но это, наверное, вы, Ольга, комментировали именно в процессе, когда я рассказывала. Да, ну вот это значит, что у вас не полностью был заполимеризован материал. Попробуйте наносить больше активатора. Видно, просто активатор у вас, а, скажем, не, не так быстро действует. Соответственно, а, если активатор полностью не заполимеризовал материал, нанесите его побольше. Ничего страшного в этом не будет, но вам 100% нужно убедиться в том, что материал должен заполимеризоваться, поэтому не жалейте активатора. В общем, как-то вот так вот. Так, дальше. Татьяна, все отлично, спасибо, Танечка. Говорить от покрытия. Галина, вот у меня тоже ноготки скручиваются. У меня они, конечно, не тонкие, но они у меня скручиваются. И мало того, я вам скажу, дип-система это настолько прочное покрытие, что со временем у вас ноготки перестанут скручиваться. Единственное, я бы советовала делать самое первое укрепление дип-системой, я не советую делать на длинные ногти. Почему? Потому что, во-первых, ноготки еще не привыкли к этому покрытию. Но это как и в гелевой системе, когда к вам приходит новый клиент, и у него на ногтях не было покрытия там полгода либо год, вы делаете ему гелевое покрытие, и оно плохо держится. Ну, есть такое, да, есть такие истории. Так вот, с дип-системой то же самое. Поэтому на длинные ноготки я не советую наносить на дип-систему. Короткие ноготки, подпилите их так вот до того момента, пока вы видите, что у вас ноготки не скручены еще. Да, вот именно ту длину оставьте, пока еще ноготки не скручены. И сделайте покрытие дип-системы. Поверьте, у вас, возможно, первое покрытие не будет хорошо держаться, ничего страшного, это нормально, ну, это нормально, это бывает такое, тут нет ничего страшного. Нанесли второе покрытие, и тут вы уже сами заметите, что у вас ноготки будут меньше скручиваться. Поверьте, самые четкие квадраты у меня лично были именно с дип-системой. Именно с дип-системой, потому что он настолько хорошо держит ваш натуральный ноготок, при этом, вот как вы пишете, Галина, у вас ноготки очень тонкие. Поверьте, вот эти вот ваши ноготки будут настолько хорошо держать дип-система, что они даже не захотят скручиваться. Самое главное, Галина, хорошо подготовьте ногтевую пластину, чтобы дип-система держалась хорошо. Ксения, а, Ксения, отлично рассказываете, спасибо. Спасибо, Ксения. Сайгон, hello, Сайгон. Здравствуйте, спасибо большое. Кейтлин Нейлс, очень рада вас видеть. Спасибо большое, что заглянули. Так, Галина дальше пишет, очень нравится дип-система, у меня аллергия на ОФ-лампу, эта система мне очень нравится, спасибо вам за это учебный эфир. Галина, и вам огромное спасибо, что поддерживаете тему в сочетании с обычными лаками для ногтей, которые сохнут на воздухе, и вы увидите, что ваше покрытие, даже обычный лак будет на укреплении дип-системы очень хорошо держаться. Так, Ольга, обычный лак не нужно в лампу, вопросительный знак. Обычный лак, на него тоже активатор наносить? Нет, обычный лак не нужно в лампу. Нет, обычный лак это тот лак, который сохнет на воздухе. Так, сейчас я покажу. Ну, у меня просто... Так, обычный лак. Так. Так, Ольга. Ольга, давайте. Так, зачиталась.
Ольга, сейчас я, значит, остановлюсь на вашем вопросе, и я покажу просто прям как конкретно для вас на дипсах покажу, что я имею в виду именно совмещение дип-системы с обычным лаком. Вот покажу просто на другом типсе. На том типсе я там нанесла гель-лак, поэтому там мне сейчас спиливать не хочется этот гель-лак. Вот, так как я делаю все равно, в любом случае я делаю еще один типс, поэтому вот такой вот лак. Это обычный лак, который сохнет на воздухе. Его можно совмещать с дип-системой. Когда вы сделали полностью покрытие дип-системой, вот прям вообще, вот прям полностью. Вот хорошо, давайте так. Вот на этом типсе мы делали с вами полностью покрытие дип-системы. Перекрыли топом, то есть все хорошо, все нормально. Но единственное, мы тут использовали также, помимо прозрачной пудры, мы использовали с вами цветную, да, дип-пудру. Ну, давайте представим. Просто сейчас еще один типс. Давайте представим, что мы сделали полностью укрепление дип-системы без вот этой вот, без вот этого цветной гель-пудры. И теперь мы можем абсолютно спокойно перекрывать это дело обычным лаком для ногтей. Обычным лаком для ногтей. Ах, нет, я вас обманула. Обманула. Да, потом же скажут, что вот, Виктория, а вы же там показали. Так, перед тем, как делать покрытие обычным лаком для ногтей, либо гель-лаком, мы матируем, да, мы спиливаем вот этот вот, ну он сейчас просто помутнел от ацетона, мы спиливаем вот эту вот глянец с дип-системы. Ну, сильно пилить не буду, но вы поняли саму суть. Подпилили, убрали вот этот вот глянец от дип-топа, да, убрали. И вот теперь, повторюсь, на воздухе. Никакой специальной лампы не нужно. И поверьте, по моему опыту, обычный лак для ногтей на укрепленных дип-системой ноготках держится намного лучше, чем на своих родных ноготках. То есть вот таким образом. Дальше вот вы можете и 2 слоя нанести обычного лака. Вот как в этом случае 2 слоя гель-лака можете нанести. Дальше вы, например, гель-лак вы перекрываете, ну как и положено, гель-лак вы перекрываете гель-топом, а обычный лак вы перекрываете обычным каким-нибудь топом. Так, по поводу... Вот, я надеюсь, что я ответила, и я хочу вернуться вот к этому типсу, который я сейчас вот делаю, да, по поводу моделирования именно дип-системы. Вот посмотрите на типс, ну вот вы видели, я просто отвечала на вопросы и быстренько делала типс. Вот он в первозданном виде, этот типс, и вот он в 3 слоя, этот типс. В принципе, вы понимаете то, что тут покрытие, хоть оно и 3 слоя, но оно тонкое. И вот как вот здесь вот этот вот апекс, ну типа апекса, да, так и вот здесь вот типа апекса. А сейчас я сделаю вот здесь вот такую вот горочку. Ну то есть я немножко изменю. Здесь я хочу сейчас показать по поводу архитектуры дип-системой. Вот, мы нанесли материал. Вот тут я хочу сделать горочку. Вот, я даже не довела материал до свободного края. И делаю эту горочку. Посыпаю. Так, вот, посыпала. Вижу, что есть кое-какие такие участки.
Вот. И вот эта вот часть, я не стала использовать активатор, оно, знаете, оно как немножко как пластилин. Ну, не то, что пластилин, знаете, может быть, есть такой детский пластилин, вот, который со временем он немножко так вот застывает. Вот это вот что-то в этом роде. То есть можно вот так вот немножко вот эту часть даже вот где-то примять. Аккуратненько вот так вот пальчиком. Главное хорошо просыпать пудрой. Вот все. И смахиваем. К примеру, если вам нужно еще поднять, давайте вот. Я думаю, видна разница, да, вот здесь вот тут даже кончик, он немного ну, вздернут, скажем так. Вот, не знаю, видна, не видна разница. Напишите, пожалуйста. Я могу еще больше поднять, еще больше вот здесь вот выровнять. Я могу вообще вот выровнять вот здесь вот прям вот к свободному краю. Ну вот давайте так и сделаем. Опять нанесли. И не переживайте вот то, что там один слой такой, другой слой такой. Это ничего тут страшного нет. Да, вот так вот. И опять посыпаем. Я не говорю, что вот нужно так делать. Я сейчас просто показываю тот момент, что при помощи DIP-системы можно выстроить правильную архитектуру. Просто нужно понимать, как это делать. То есть вы нанесли там, где вам нужно увеличить, скажем, плотность и вообще, в принципе, что-то исправить. Посыпали пудрой. Вот. И пока, пока она еще сильно не схватилась, вот так вот пальчиком немножко приминаете. Вот таким образом. Оно как, ну не то, что как прям пластилин, но немножко деформируется. Сильно тут особо тоже усердствовать не надо, потому что может этот слой просто-напросто отвалиться, но вот таким образом. Вот, подняли еще вот эту часть, то есть свободный край у нас сейчас стал толще намного. Вот таким образом, собственно, и можно менять архитектуру. Мало того, я говорила, что у меня есть видео, где я там донаращивала кончик при помощи DIP-системы. Именно донаращивала. Сейчас вот покажу вам. Сейчас я вот донаращу вот здесь вот кончик. Вот так вот на кончик ставлю капельку и пудрой. Засыпаю пудрой. Так как слой этой капли, он большой, соответственно, тут для того, чтобы материал правильно заполимеризовался и вообще правильно хорошо держался, нам нужно побольше этой пудры. Вот, и теперь, вот видите, вот он на кончике, не знаю, вот как вам показать, вот он, видите, как такая горошина, если вот кто работал, поймут, вот это вот как будто горошина, знаете, вот акриловая с мономером. И вот как раз вот это вот такой получается. Вот видите, он даже немножко липкий. И вот давайте вот, наверное, вот так вам будет лучше видно. Вот я донаращиваю, вот в эту сторону наращу, чтобы было понятно, что это донаращенная часть. А то если я сейчас правильно наращу, будет казаться, что это ну просто типс. Вот таким образом, вот видите, мы свободный край донарастили. Вот, видите? Ну, он не то чтобы, я говорю, он не то чтобы как пластилин, но вот все-таки есть вот это вот время, как и у акриловой пудры, когда можно немножко, скажем, полепить. Ну, вот если какие-то участки, опять-таки, ну, выступают глянцевые участки, опять смахнули пудрой, ну, присыпали пудрой, и все, этих участков уже не будет. И вот эта вот часть, она вот, ну, вы сами, я думаю, вам видно, да, вот так вот, наверное. Вот, донарастили. Я просто специально донаращивала в бок, чтобы было понятно, что это нарощенная часть, а не типс. Так вот, длиннее стал. Вот таким образом можно уголки донарастить и сделать вот квадраты.
да, очень быстро, между прочим. Вот. Так, по поводу архитектуры мы с вами разобрались. Давайте теперь дальше я буду читать ваши... Так, Ольга Заяц, обычный лак не нужно в лампу. Нет, обычный лак не нужно в лампу. На него тоже активатор наносить. Нет, на обычный лак мы уже ничего не наносим. То есть, Ольга, вот, ну давайте вот я думаю, наверное, вы этот писали, наверное, вы этот комментарий писали уже до того, как я, наверное, показала. А, Когда мы уже укрепили полностью все этапы DIP-системы, мы прошли, вот только тогда мы матируем поверхность и, соответственно, уже после этого наносим обычный лак для ногтей. Обычный лак для ногтей мы уже больше никаким не активатором. Все, дип-систему мы убрали. Все, мы уже ногти укрепили. Дип-систему все убрали в сторону. Вот если мы как-то меняем архитектуру ноготкам, то, соответственно, вот следующим этапом мы наносим активатор. Здесь у нас, девочки, дип-система. Вот пока что еще тут дип-система. Мы наносим обильно активатор. Вот, прям обильно наношу активатор. Так как мы с вами типа моделировали ноготок, то есть нам где-то нужно было больше материала, где-то меньше, я вот прям так вот не жалею активатора, прям поактивнее наношу. Теперь нам нужно подождать, пока активатор схватится, и у нас будет вот такой вот стук. То есть мы будем понимать, вот видите, сейчас он еще мягкий такой, я прям чувствую по стуку. Вот, нам нужно будет, конечно же, все это дело опилить, то есть сделать, придать форму, придать там где-то лишнее спилить, где-то лишнее убрать. Можно это делать пилочкой, можно это делать фрезой. Девочки, дальше пока почитаю ваши комментарии. Смотрю, прям много вопросов. Так, Кейтлин Нейлс. Здравствуйте, Кейтлин. Я с дип-системой не подружилась. Да, такая, есть такое, многие девочки, кто-то не подружился, а вот кому-то очень нравится. Вот Галина у нас, да, тоже была, ну или есть в прямой трансляции. Так, Кейтлин, пилкой нереально спилить. Пилкой действительно очень сложно спиливается, Кейтлин. Спасибо большое, что поделились своим опытом. Лучше, конечно, спиливать фрезой. Также на своем канале я показывала Nail Steamer. Это такой девайс, при помощи которого можно снять любое и гелевое покрытие, и покрытие дип-системой. Вы просто засовываете покрытие и покрытие дип-системой. Вы просто засовываете туда руки, там ацетоносодержащая жидкость, которая испаряется, и под этими парами, в общем, покрытие снимается. Также стоит отметить, что у DIP-системы можно делать коррекцию, не обязательно каждый раз полностью снимать материал, да, как и в гелевой системе, в DIP-системе можно делать коррекцию, если вы видите, что у вас все замечательно наносится, для чего вам полностью снимать его или полностью спиливать. Вы можете, вот как я показывала, вот где-то заложить материал и где-то донарастить материал, ну, то есть в дип-системе все это возможно. Фреза грелась. Я могу понять, почему фреза грелась. Здесь, Кейтлин, скорее всего, нужно использовать фрезы зеленым либо с черным абразивом. Тогда будет намного легче, проще. Думаю, так. Так, Кейтлин Нейлс. Жидкостью тоже тяжело снялось и забросила в дальний ящик. Жидкостью это вы, наверное, Кетлин, имеете в виду вот такие прищепки, либо вот такие вот насадки с ваткой. Конечно, это будет все намного дольше, это займет нам, наверное, там 20 минут. И мало того, это, конечно, очень
Тут чреваты последствия, потому что непосредственно кожа ваша, непосредственно ноготок контактирует с агрессивной жидкостью, и это не есть хорошо. Поэтому я вот показывала Nail Steamer, это намного удобнее и для клиентов, и для меня, в принципе, это намного удобнее. Людмила, Людмила, здравствуйте, здравствуйте. Добрый день, Виктория, спасибо вам огромное. Теплый привет с Украины. Любочка, спасибо вам огромное, и вам тоже, Украине, большой-большой привет. Спасибо большое. Хочу давно дип-систему попробовать, но как-то не доходят то ли деньги, то ли время еще не пришло. Важно те, которые столкнулись хоть раз с аллергией от гелевых материалов. В моем случае это именно так и произошло. У меня на гелевые материалы была очень жуткая аллергия. Мне пришлось отказаться на время от гелевых материалов. То есть у меня именно был накопительный эффект. Поэтому я отошла, ну вообще вот просто крест поставила на гелях на тот момент, перешла на обычные лаки, но я понимаю, то, что обычные лаки это же совсем вот очень сложно после гелевой системы переходить на обычные лаки, было очень сложно, поэтому меня заинтересовала дип-система, целый год я сидела на дип-системе, и вот сейчас, слава богу, у меня уже нет такой вот прям острой, аллергия уже не так остро, не так ярко выражена, то есть уже, видать, как-то вышла из организма большая часть. И, ну и я сейчас стараюсь, конечно, все равно всегда одевать перчатки. Ольга, спасибо большое, и вам, Олечка, спасибо большое. А то у меня на ногах месяц дип-система держалась, а на руках 3 дня. На ногах, скорее всего, вот на ногах вы и наносили вот так вот быстро, Ольга, да, скорее всего, потому что на ногах все равно самой себе неудобно делать, и там вы быстренько нанесли материал, быстренько посыпали, быстренько нанесли, быстренько посыпали. А на руках вы, наверное, старались уже как можно четче, как можно там лучше, аккуратнее все это дело сделать. Ну и вот здесь, собственно, и возникает вот эта вот проблема, то, что база начинает густеть уже, и пудра плохо пропитывается. А соответственно, когда вы уже потом наносите активатор, то и активатор уже не справляется с тем, чтобы заполимеризовать правильно вот этот вот слой, хорошо заполимеризовать, и отсюда и отслойки, собственно, получаются. Мало того, как вот я показывала, все-таки лучше использовать дип-систему именно для укрепления и только для укрепления, а вот цветное покрытие уже делает другое. Тогда вам не придется как-то там что-то аккуратненько выкрашивать. Вот, скажем так. Ах, Так, ой, руки уже прям под перчатками, руки уже прям все, и сама тоже уже прям вся, я не знаю, вся в мыле, в этих наушниках. Э, Девочки, надеюсь, вроде бы как вопросов уже нет, и я надеюсь, что я... Так, если есть, пожалуйста, вот пишите, буквально там вот еще несколько минут, а то эфир и так уже получился очень-очень длинным. Так. Галина спрашивает, а разве активатор подействует через топ покрытия? Разве активатор подействует через топ покрытия? Активатор мы не наносим. Вы имеете в виду то, что я использовала топ покрытие, а не базу. Ну вот, как вы видели, все отлично подействовало. Ну, то есть я неоднократно, я еще раз повторюсь, я неоднократно проводила по этому поводу эксперименты и с разными компаниями я их проводила. И то, что база взаимозаменяема с топом, это я, ну, я не знаю, я очень много раз это проверила. Активатор абсолютно спокойно проходит через топовое покрытие, и все полимеризуется без проблем. Мало того, скажу, у некоторых девочек мне даже писали то, что топ не полимеризуется. Имеется в виду топ
от дип-системы не полимеризуется. Так вот, тоже мы решали, ну, пробовали этот вопрос, хотели разобраться, в чем дело и почему. В итоге оказалось, что девочки очень долго держат, ну, то есть нанесли активатор, подержали, действие активатора закончилось. Вот как я говорила, видео на поверхности действие активатора намного меньше по времени, соответственно, ну, активатор улетучивается и его действия заканчиваются. Соответственно, потом вы наносите дип-топ, и он просто не полимеризуется. Почему? Потому что действие активатора уже закончилось на поверхности, а вы же наносили его на поверхность, соответственно, он и не заполимеризуется. Поэтому вот в видео я показывала, что вот если у вас уже срок действия, ну не то что срок действия, время полимеризации, время активации вот этого топ дип от дип-системы, таким образом и топ у вас тоже заполимеризуется. Так, Галина, я надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Так, Галина, спасибо. Так, Алелия, прошу прощения, если неправильно прочла ваш ник. Здравствуйте. После 2 лет носки гель-лака началась жуткая аллергия. Обычные лаки носятся день-два. Пару месяцев назад узнала про дип-систему, и она стала спасением для моих тонких, ломких ногтей. Вот вам, пожалуйста, то, что я и говорила. Спасибо большое. Алелия, я просто неправильно, возможно, прочитала. Я вам очень благодарна за то, что вы поделились своим опытом. У меня просто точно так же. У меня началась аллергия на гелевые материалы. Мне просто нужно было совсем на время отказаться. То есть там был, ну, видно было, что это накопительный эффект, и, соответственно, то есть какое-то время я на тот момент не знала, сколько это по времени, мне нельзя будет использовать гелевые материалы. Соответственно, я перешла на обычные лаки, но вот точно так же, как и Алелия, то есть у меня даже на ютубе мои видео начались именно с обычных лаков. Я снимала видео с обычными лаками. Я отдала аппарат, ну тогда у меня там недорогой аппарат был, дешевенький, лампы. Я все отдала, чтобы вот у меня руки просто к этому не тянулись. Просто вот, чтобы у меня даже на глаза это не попадалось, потому что вот так и чесались, извините, руки, а может быть все-таки гелем. И обычный лак, действительно, он держится недолго. Ну как, в принципе, если опять-таки правильно подготовить, ну сегодня тем видео просто не о том, если правильно подготовить ногтевую пластину, если использовать хороший топ для обычных лаков, это Орли, самое лучшее, это спасибо большое Татьяне Лафнелос, она мне это подсказала, то в принципе может держаться и 5 дней. Но что такое 5 дней и месяц? Ну вот согласитесь. Поэтому, конечно же, для меня это тоже было очень стрессовый такой момент, очень стрессовая ситуация даже в какой-то мере. И поэтому дип-система для меня это тоже было спасением. И год, целый год я не притрагивалась, можно сказать, к гелевым материалам. Ну, я имею в виду именно на дип-системе. Сейчас у меня уже нет такой жуткой аллергии. Если я малейшее там что-то чувствую, я, конечно же, сразу снимаю этот материал, но вот сейчас, слава богу, такого нет. Но кто его знает, да, девочки, никто не застрахован, абсолютно никто. Ольга пишет: Виктория, огромное спасибо, много нового узнала для себя. И вам спасибо огромное, Ольга, что поддерживаете меня в прямом эфире. Девочки, эфир получился очень долгим. Если у вас все равно после этого видео остались какие-то вопросы по дип-системе, я единственное, о чем не рассказала видео, это о снятии, но просто я смотрю, прямой эфир затянулся уже почти на 2 часа, поэтому я буду с вами прощаться. Пишите, если вдруг остались какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, в комментариях, я постараюсь там уже на них ответить. Все, я вас всех целую, обнимаю, всего вам самого наилучшего и всего вам самого хорошего. Спасибо вам большое, что поддерживаете меня в прямых эфирах. Спасибо большое. Все, всем пока-пока, до свидания.